Так. Стоп, что? Какого? Эй, оу, черт, блин, черт! Почему мне страшно от просмотра этого дерьма? Для вас, скорее всего, будет открытием, но самый просматриваемый контент на Ютубе состоит из роликов, о существовании которых вы могли даже не подозревать. Более того, такие видео вызывают вполне логичный вопрос. Кто это вообще смотрит? Так, разноцветные спайдермены. Верхом на банане, с колесами. Улетают в небо под традиционную английскую детскую песенку. Что здесь происходит? Что это? Что это? Что это? Все это видео состоит из склеенных детских песенок с паучьим видеорядом, идет целых 13 минут и имеет, внимание, 70 миллионов, мать их, просмотров. Откуда? Если покопаться в таких видосах побольше, а ведь поверьте мне, их в Ютубе просто нереально много, то можно прийти к следующему выводу. Они созданы не для наркоманов. Это важно понимать. Вся эта разноцветная вакханалия с участием не только Спайдермена, но и других популярных героев — это развлекательный гик-контент для личинок нового поколения. Вот представьте, у мамашки есть гиперактивное чадо, которое нужно чем-то заткнуть, в смысле занять. Причем занять, скорее всего, вне дома, ведь дома есть другие развлечения, игрушки, телевизор, старая добрая розетка, в конце концов. Тогда на помощь приходит YouTube в планшете или телефоне. В общем, вы поняли, о чем я. Сотни миллионов просмотров на подобных видео — это аудитория до 3 лет, которая еще, по сути, толком и говорить, читать, писать не научилась. Попробуем разобраться, откуда все это пошло. 2012 год. Gangnam Style на пике популярности. Канал Fun Video TV, специализирующийся на небрежных 3D-анимациях про Angry Birds, выпускает видео. Именно оно, я думаю, и стало началом всего пиздеца. 77, сука, миллионов просмотров. Вот что такое легкие деньги. Это вам не спайсом за гаражами торговать. Хотя эффект, пожалуй, не сильно отличается. Ой, вы гляньте, в этом клипе даже Симпсоны есть. И Гарри Поттер. Да кого тут только нет, блин. Как же охуенно. Просто кайф. А ведь в свое время из-за эпилептических припадков у 700 японских детей была запрещена 38-я серия покемонов. То ли дети стали гораздо крепче на генетическом уровне, то ли я просто чего-то не понимаю. Рецепт успешного видоса, как видите, прост. Главный ингредиент — минимум усилий, а дальше еще проще. Берем что-нибудь популярное среди молодняка, скажем, гребаных миньонов, и заставляем этих желторотиков двигаться. Причем, если вы полный ноль в 3D-анимации, то это не проблема. Вот тут, например, визуалка — это съемка игры в GTA со всратыми модами. Пачка разноцветных миньонов просто 11 минут подряд бегают туда-сюда и катаются на машинках из пиксаровского мульта «Тачки». Причем они в них даже толком не влезают. И все! Как по мне, так вполне достойно 30 миллионов просмотров. Нет? Кстати, странная тенденция делать всех разноцветными. Это типа, чтоб из ребенка расист не вырос. А здесь вот простецкий 2D мультик, опять же, минимум усилий, 80 миллионов просмотров. У талантливых аниматоров столько никогда не будет. Можно также взять всего один сюжет типа песенки про пальцы и наклепать на его основе десятки одинаковых роликов, отличающихся только персонажами в них. Ну, знаете, прям как в большинстве голливудских фильмов. Чем не бизнес-план? А если уж и рисовать лень, то можно переодеться в миньонов. И похоже, что с такого доход даже больше, чем с порно-пародий. Так что раз уж Pornhub в России заблокировали, фапать будем на это. Нет, серьезно, это точно видео для дошколят, а не раздел фуд-фетишистов. В костюмированных роликах подобного плана чаще всего переодеваются в супергероев и бабищи с холодного сердца. Честно говоря, экшена тут побольше, чем в фильмах от Marvel и DC. Понятия не имею, откуда взялся такой пэринг, но во всех без исключения видео с Человеком-пауком и Эльзой они представлены как любовная парочка. Эльза даже родила карапуза от паука. И черт, глядя на эти счетчики просмотров, я почти уверен, что выросшие на таких видео дети будут считать, что ничего странного в Спайдер-Эльзе нет. Более того, они наверняка удивятся, когда узнают, что в реальных фильмах и мультах, не говоря уж о комиксах, паук не встречается ни с какой Эльзой. Мэри Джейн? Гвен Стейси? Да кто они такие? Да. Ладно, теперь заглянем в комменты. CXGilb A.
собака, доллар, процент 1, звездочка 1, звездочка, скобка закрывается, Z. И подобных комментариев большинство. Что это, такое? Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Либо эти ролики смотрят и комментируют дети, которые тупо не умеют писать, поэтому их сообщение — это набор рандомных символов. Либо это инопланетяне. Вдумайтесь, в этом есть смысл. Все эти сотни миллионов просмотров, они из космоса. Всемирная сеть давно вышла за пределы нашей планеты. YouTube смотрят инопланетные цивилизации. Сверхразум, который питается подобной насыщенной кислотностью аудиовизуальной информации. Эти видео — корм для иной формы жизни, причем достаточно жирный. Пришельцы подсели на это, как на наркоту. Это они смотрят и комментируют. Ну, то есть как комментируют? Их эмоции от употребления трансформируются в цифровой сигнал, а мы видим всего лишь набор бессвязных символов. Это, конечно, неправда. Да, такой вариант, конечно, многое бы объяснил, но фигушки, все эти комменты оставлены ботами для накрутки и вывода роликов в топ. А может и нет. Возможно, вы задаетесь сейчас вполне логичным вопросом. Ведь есть куча нормальных развивающих видео для дошкольников. Почему они так сильно отстают по просмотрам? Ответ довольно прост. Кислотные детские видосы делаются в невероятно огромных количествах. Минимум усилий, максимум роликов. И максимум выгоды. Используются узнаваемые персонажи, делаются сбивающие с толку названия, большинство роликов еще и длиннющие. Все это приводит к тому, что подобная радужная дресня начинает появляться в разделе «Рекомендуемые». И YouTube, судя по просмотрам роликов, даже не думает бороться с этим. Да и зачем? Вы представьте, какой доход получает Google со встраиваемой рекламы в подобных хитах. Избавиться от этой раковой опухоли можно только если правообладатели Angry Birds, Spider-Man или чего бы то ни было наконец зашевелятся и попробуют что-либо предпринять. Ибо, камон, это даже не пародии. Я не знаю, как это назвать. Это как пупы, но только в прямом смысле слова. Пуп ведь переводится как какаха. Свинка Пеппа обкакалась! Кровь, укол, шприц! Мультики для детей из игрушек на русском. Пеппа Пиг. Почти 5 миллионов просмотров. Можно мы это не будем смотреть? Пожалуйста. Я хочу сохранить остаток рассудка. Он мне нужен. Правда. Самые рейтинговые животрепещущие темы связаны с прививками и горшком. Процессом дефекации. Даже не знаю, что добавить. Тот, кто додумался до этого, просто поимел весь YouTube. Ну так вот, я говорил про аудиторию до 3 лет. До 3 лет срок должны давать за такие видосы. Как и большинство западных трендов, такие видосы потихоньку захватывают и русский YouTube. Так что в строю всякой кликбейтовой параши и прочего бездарного контента большое пополнение. После такого язык не поворачивается сказать, что YouTube лучше телевизора. Пока мода дошла до нас, на Западе уже начали вкладывать деньжища с этой кислоты в действительно неплохую пластилиновую анимацию. Да, это все еще паразитирование на известных образах, но по крайней мере это вызывает намного меньше кринжа. Ха! Слыхали, я сказал кринж. Я модный! Однако это все равно лишь единичные случаи. В большинстве своем, как я говорил, ютубчик забит минимум эффорт контентом. И всем норм! Таковы, наверное, новые правила выживания на Ютубе. Типа, даже если ты в костюм не готов переодеваться ради сотен миллионов на твоем счетчике или рожи не вышел, то можно просто поиграть в игрушки на камеру и насобирать все те же лимоны. Это как летсплей, только еще проще. Что ж, именно этим я, пожалуй, и займусь. Бетси, дружище, что случилось, Бетс, что случилось? У меня совсем нет друзей и семьи, их убили. Подожди, стой, успокойся, кого убили, кого, семью или друзей? Друзей убили, а семья в Сочи уехала без меня. Спокойно, друг. Вот тебе новое приложение My Friends, где ты можешь найти кучу друзей. Вруби его и находи друганов тут и там, друг. Ну-ка затестим. Так, опа. Новые друзья! У меня теперь снова куча друзей! Я счастлив! Бетс, алло, Бетс, дружище, у меня для тебя новости. Какие еще новости? Твоя семья, ее убили. Нет! Привет, друг! А ты уже участвуешь в главном проекте этой осени. На кону 3 MacBook Air, 7 iPhone 6, а также 10 Apple iPad Mini 2 и GoPro Hero. Все, что тебе нужно делать, это зависать в приложении My Friends и собирать баллы. Все просто, у тебя есть 5 способов набора баллов и всего 2 недели, чтобы стать обладателем одного из 30 крутых призов. Узнать больше о каждом варианте набора баллов можно по ссылке в описании. Будь другом, перейди,
Да, если уж мы выросли настолько отмороженными, то представьте, что будет с новым поколением с таким-то контентом. Хотя плевать на поколение, что с Ютубом-то будет дальше? Распространяй видео с хэштегом MakeYouTubeGreatAgain, подписывайся на канал и смотри только годноту. Хе-хей, всем пока, у меня отпуск! Впервые за 5 лет, сучка!